меня слышно хорошо, потому что, как я уже объясняла, здесь интернет слабый. Поэтому я свои ритуалы буду снимать в прямом эфире, потому что так быстрее загружаются. Я извиняюсь, сейчас, по-моему, забыла закрыть. Пока вы соберетесь, я закрою и подойду к вам снова. Одну секунду. Дует, что ли, здесь? Нет. Закрыто. Итак, дорогие друзья, немного все подустали, пассивное настроение, но нужно жить, двигаться вперед. Нельзя сдаваться. Это временные трудности. А работа нас ждет. Хотя все свалено на людей, да? Сами решать свои финансовые проблемы потом, как хотите. Главное сейчас сидите в домах. Ну, раз уж мы сидим в домах, будем делать ритуалы. Сегодня немного освободилась, чуть больше свободного времени. И покажу вам, точнее подарю вам очень сильный и действенный ритуал, как и все мои работы. Маникюр, извиняюсь. Я думаю, у всех сейчас ногти в таком состоянии, потому что ничего не работает, выйти некуда, их там поправить, да. Поэтому вот пока своими силами обходимся. Посмотрим. Иногда такое ощущение, что это бесконечно и никогда не закончится, ей-богу. Выдержит ли наша нервная система? Большой вопрос. Наверное, должно. Просто обязана. Только одно просим у богов, чтобы подобный цирк больше не повторяли, потому что, увидев, насколько хорошо хавает народ, да, могут повторить. Люди-то думают, все для них и все для их блага, понимаете? Итак, дорогие друзья, препятствия. Препятствия в жизни, препятствия на работе, вечная стена препятствий. Когда у нас в жизни все время какие-то запреты, какие-то трудности, они все накапливаются и оседают, знаете, как жир. Оседает на нашей энергии, оседает на нашей жизни, на нашей судьбе, как просто стена, такая окаменелая стена неудач. Еще древние времена люди, которые ведали и знали, они замечали, что постоянные неудачи, они скапливаются и просто сопровождают человека всю жизнь. То есть вся его судьба пропитана вот этой неудачей. И для этого нужно было разбивать эти стены, постоянно разбивать эти стены. Отсюда и выражение «стена там выросла», «стена неудач» или «бьюсь как об стену», да, «ничего не получается». Вот отсюда. Потому что энергетически она действительно образует стену, некое такое окаменелые неудачи, окаменелые воспоминания прошлого, боль. Все это воедино скапливается и создает нам стену препятствий, которую нужно время от времени разбивать. Итак, что для этого нужно? Спички, желательно вот такие длинные спички, каминные, но можно и маленькие. Или ветки, но, скажем так, что там, насчет чего вы пишете роману? Дайте-ка прочту. План провалился, да, Роман. План провалился, потому что народ оказался не таким бараном. И самое интересное, что все-таки голос разума услышался, понимаете? Голос разума все же прорезался, хотя голос разума
в океане вот этих бегающей толпы, которые радуются, что их гонят, прорезался все-таки голос разума оттуда. Не то. Топорным методом они начали, слишком топорным методом. И это слишком очевидно просто стало, понимаете? Вот и прекрасно. Помер, и туда ему и дорога. Не успел, бедненький. Финансирование закончилось. Все в жизни. Ну, в Италии, потому что итальянцы уже настолько отупели, они стали настолько легкомысленны. У нас немного менталитет еще пока другой, понимаете? Остается еще тот воровской такой по понятиям жизни, поэтому у нас так легко и просто ничего не внедришь. У нас еще не то государство, у нас еще пока государство, которое работает не по закону, а по понятиям. Вот о чем. Уже люди потихоньку выходят, уже устали, уже как-то наплевали на все и вышли. Потому что, дорогие друзья, карантин – это когда государство берет на себя ответственность полностью за все расходы. Понимаете? Когда запрещает банкам брать кредиты тем людям, то есть у тех людей, которые вынуждены сидели на карантине. Вот это называется карантин. А самоизоляция – это значит, скажем так, по собственному желанию. Но если это по собственному желанию, то гнать никого не имеют права. Правильно? Но получается, что по собственному, а штрафы великие. То есть свои проблемы решайте сами. С банками сами рассчитайтесь. Не успели там посеять, значит, с голоду сдохните. Но главное, исполняйте закон. И мы рады исполнять закон, но извиняюсь, конечно, а вот да. Потом, знаете, мэры городов, если более-менее люди достойные, они как-то так, поняв состояние народа, ну как можно вообще, все живут за счет себя, за счет работы, для них каждый день, тут в Москве один день не работает человек, уже месяцами наверстать надо упущенное, понимаете? Тут, представляете, вот так вот сидеть, это очень страшно. Для некоторых людей это провал. Это больше нацелено на провал среднего бизнеса, полный ход. Потому что есть люди, которые, ну просто каждый день это их хлеб, у них некуда деваться. И очень многие с Москвы уехали, не смогли оплатить, не смогли, ну, все. У кого были там какие-нибудь запасы, у кого были поддержка или чего-нибудь, так как бы... В Армении, знаете, сколько человек покончили с собой? Когда люди надеялись просто, торгуя на улицах, просто свой хлеб добывали. И их просто закрыли. Многие покончили с собой. Вы представляете? Но вот вам и жертвы первые. Да. Я говорю, что вот как, знаете, как пришел товарищ Пашинян, так и уйдет. И не хотелось бы ему напророчить судьбу Чаушенку. Надеюсь, что он окажется просто умнее. Не хотелось бы, потому что голодный народ – это самый страшный народ, который существует. Не хотелось бы, знаете, когда обманывают надежды народа, страшнее этого народа уже никого нет. Вот как он тебя любил, обожал, так тебя растопчет и пройдет. Поэтому я надеюсь, что он задумается над этим. Просто задумается над этим. Потому что Чаушенко вместе со своей любимой женой был расстрелян именно таким народом, который просто уже устал. Просто устал. И я надеюсь, что господин Пашинян это услышит, потому что терпение армянского народа не бесконечно. Понимаете, одни воры, одни мародеры, одни колхозники приходят и уходят. Уже действительно, ну, конец должен быть. Надо ему остановиться и подумать. Надо ему подумать. Потому что армянский народ, он очень, знаете, такой, как вам сказать, быстро верит и быстро разочаровывается. И не надо выводить армян просто из себя, не надо. Это очень опасно, это взрывоопасно. Это в один момент может так взорваться, что судьба Чаушенко покажется просто садом вместе с Каддафи. Не надо этого делать.
Это реально уже достало. Я даже новости не смотрю из Армении. Мне настолько больно это смотреть. Не хочу смотреть. Не хочу, потому что вижу, что это сплошное притворство, сплошное просто... Не выводите армянский народ, не выводите. Действительно, не стоит. У каждого из них сын стоит на границе, понимаете? И они отправляют своих сыновей просто, которых вырастили полуголодными, отдают государству. А государство вот так вот себя ведет. Не выводите армянский народ. Просто вот если кто-нибудь услышит и передаст ему туда, я буду очень рада, если он об этом задумается. Просто не выводите, товарищ господин Пашинян, армянский народ. Не выводите из себя. Нельзя этого делать. Это очень опасно. Вот судьба Сержа покажется детским садом. Так, давайте пойдемте далее. Просто народу дать столько надежд, и потом вот так вот издеваться над народом, я просто думаю, что он играет с огнем и просто доиграется. И отсутствие опыта политика ему не подсказывают, понимаете? И когда были еще старые лисы, там Демирчан был, Шеварднадзе, вот Алиев старший, да, это все были старые коммунисты, это школа еще советских политиков. И они прекрасно понимали, где надо останавливаться, где надо тормознуть. Сегодняшние политики этого не знают, а господин Пашинян вообще не знает, у него опыта нет политического, но его привели, его привел народ и посадил туда. И я просто его призываю не играть с огнем, вводить просто народ на откровенный голод. Понимаете, голод. Плохо будет очень. На вулкане сидите, господа, на вулкане. Все, пойдемте дальше. Смотрите, вы должны будете читать и ломать. 6 раз нужно читать. То есть читать и ломать спички вот эти. Ломаем, как бы олицетворяя вот эту стену неудач. Понимаете, магия иногда, вот как вам сказать, создает такие вот иллюзионы, театры. То есть, смотрите, благодарю, на уровне подсознательном вы создаете такую виртуальную реальность, которую переводите потом на настоящую реальность. То есть то, что вы создали там, в некой реальности, сюрреальность называется, да, параллельная реальность, вы переносите в настоящую реальность. Вы действительно разбиваете эту стену неудач. А потом в конце, 6-й раз, когда будете читать, вы уже сжигаете это все. А потом этот пепел, раз уж сейчас вам выйти нельзя, можете развеять, просто вывести на улицу, можете, да, эфир сохранится, можете выкинуть в мусорку, потом когда-нибудь откупиться. Не страшно, есть ритуалы, за которые можно откупиться, когда вы сможете выйти. И духи прекрасно это видят, духи разумные и понимают человека, понимаете? Здесь есть еще слова-ключи, которые вы произносите. Я не знаю, все ли догадаются, что это за тип ключей, то есть определенный тип слов ключей. Но это не важно. Главное, что здесь слова ключи, которые усиливают весь этот ритуал. И вы поймете, вот когда можно применить этот ритуал, когда у вас начинаются препятствия. Да сейчас даже можете применить, потому что в скором времени, когда уже откроют двери и люди будут выходить, и у них очень много работы, очень много дел, которые остались, которые нужно наверстать и делать. Дорогие друзья, люди мне пишут, я просто не могу себе выставить. Люди мне пишут, что очень переживали. За 4-5 месяцев сразу вот неожиданно заплатили деньги. Люди переживали, ни с того ни с сего им заказали там онлайн какие-то там уроки, видеоуроки, из-за которых они получили деньги. Люди переживали, из ниоткуда пришла помощь. Мне вот человек написал, говорит, соседка пришла, говорит, там зять что-то там привез,
столько там продуктов и так далее. Вот возьмите, пожалуйста, а то некуда, аж мешками принесли. Понимаете, если вы надеетесь на богов, если вы надеетесь на силы, вот вообще не имеет никакого значения, абсолютно не имеет никакого значения, что происходит вокруг вас. Вы должны просто отключиться, пожалуйста, долг вернули, да. Тем более, что сейчас люди берегут деньги, да, стараются никуда не тратить, а вам вот вернули долг. Здравствуйте, Руслан. То есть, понимаете как, если вы, дорогие друзья, просто целенаправленно отключаетесь от всего и просите у сил, вы просто вот всем нутром, всем сознанием, все, что у вас есть в голове, в жизни, вы подключены просто к этим силам и отключены от всего, что происходит вокруг вас, они действительно вам помогают, понимаете? Слушайте, пошли вы нахер со своей нумерологией и что там про сына вам сказали. Я говорю о другом, колхоз. Потом говорят, вот такая вся материца, хамка. Да вашу мать, я объясняю одно, слушайте, а в конце концов, вы про что мне сейчас говорите? Вы не понимаете, что им речь и как это все совершать? Сидят, сука, вот нумерология, надо ли верить сыну, вот то сказали. Сейчас про вашего сына сказано или тема про нумерологию? Ну неужели вы такой колхоз, а? Так. Теперь послушайте меня, дорогие друзья. Значит, читаю. Я прочитаю несколько раз, насколько мне эфира хватит. Читайте 5 раз, ломая вот эти вот спички. Можете маленькие взять, можете взять сухие ветки и ломать. И свеча должна гореть, обычная восковая свеча. Можно и черная, в принципе, но обычный. Алтарь черный. Возьмите емкость. И всегда мой вам совет, вот там стакан с водой, когда вы делаете ритуалы, связанные с огнем, обязательно поставьте рядом воду. Потому что вы имеете дело с огнем. А в таких ритуалах огонь может свирепствовать. Сами понимаете, насколько они сильные, понимаете? Всегда поставьте рядом воду. И потом алтарь никогда, пусть у вас не стоит там на краю где-нибудь. Вот сейчас у меня здесь алтарь, он, конечно, неправильно стоит, потому что мне сейчас временно приходится. Но вообще здесь так нехорошо, потому что это огонь. Огонь может браться сразу там занавеска и пошло, знаете, карниз, и все это сгорит. То есть вы учтите, у вас алтарь должен быть, по крайней мере, чуть подальше от стены, то есть где-то вот посередине комнаты хотя бы. Потому что если она там покапает до конца свеча, все потухнет и останется. А так он может просто резко взяться. Огонь бывает агрессивный, особенно когда вы проводите чистку. Поэтому мой вам совет, если вы боитесь этого всего и вообще на всякий случай, всегда пускай рядом будет емкость с водой. Если тут же потушили, ничего страшного, можете потом, знаете, да, заново можете переделать, не обязательно в ту же секунду, можете потом переделать. Главное, сейчас-то потушите, самое главное. Дальше. Итак, читаю и ломаю. Иду я на чертовый перекресток, вижу я черную стену. Та стена не стена, а окаменелая беда, суета и маята, да всякая чернота. Окаменевшее зло, ты мне жить мешаешь, дороги мои, кудачи закрываешь, радость отнимаешь, жить, поживать, белосвета видать не даешь. Так пропади ты пропадом, разбейся и сгинь, навеки меня покинь. Атыркас, отчт, ясайр кто, анец, ясаяшур зар. Стена зла и препятствий, я тебя ломаю, уничтожаю, землею сравняю. Извиняюсь. Дороги свои с этого часа, богов приказом, духов наказом я открываю. Атыркас, отч, ясайр кто, анец, ясаяшур зар. Злая стена из боли и горя разрушается. Дороги судьбы мои открываются. Стена препятствий, разрушайся, в огне гори. С моей дороги убирайся. Как горит огонь от пламени ярого, жгучего,
так горит стена препятствий от моего наговора могучего. А мне дороги открывает Вселенная. Заклинаю я, открытую дорогу получаю я. Да будет так, заклято. А вот 5 раз прочитали таким образом, ломая и кидая туда. Дальше. Начинайте, нужно сжечь. 6-й раз это все нужно сжечь и читать то же самое. Вот то же самое, только сжигая вот это все. Оно должно сгореть. Иду я на чертовый перекресток. Видите, огонь, она все-таки опасна, да? Дайте, пускай сгорит. Можете даже с экрана сфоткать этот огонь. Мне прислать. Иногда огонь какие-то такие выкрутасы делает, и там появляются определенные лица. Да, он разыгрывается, потому что очень большая энергетика. И вот поэтому и говорю, на всякий случай всегда держите рядом воду. Итак, читаем. Иду я на чертовый перекресток. Вижу я черную стену. Та стена не стена, а окаменелая беда, суета и маята, да всякая чернота. Окаменевшее зло, ты мне жить мешаешь, дороги мои к удаче закрываешь. Радость отнимаешь, жить, поживать, белосвета видать не даешь. Так пропади ты пропадом, разбейся и сгинь, навеки меня покинь. Атыркас отч, ясайр кто, анец, ясая шурзар. Стена зла и препятствий, я тебя ломаю, уничтожаю, землею равняю. Дороги свои с этого часа, богов наказом, духов приказом я открываю. Атыркас отч, ясайр кто, анец, ясая шурзар. Злая стена из боли и горя, ломайся, разрушайся. Дорога судьбы моей открывайся, стена препятствий, разрушайся, в огне гори. С моей дороги убирайся. Как горит огонь от пламени ярого, жгучего, так горит стена препятствий его наговора могучего. И мне дороги открывает Вселенная. Заклято. 6 раз прочитали, подождите, пока остынет. Если у вас нет вообще никакой возможности, выкиньте это в мусорку, откупитесь позже. Не забывайте, позже откупиться, когда выйдете. Если есть возможность, все-таки вынести остаток вот этого сгоревших или спичек, или веток, как я вам сказала, и 6 монет оставить и сказать: отныне стена рухнула, дорога открыта. Поворачивайтесь и уходите. У вас давно не получалось, никак не могли сделать, за короткое время получится. И даже сейчас, когда вы выйдете, вот у вас 1000 будут препятствий, страх того, как, с чего начать, что наверстать, что делать, как сделать, через некоторое время вы заметите, что у вас, вы настолько плавно и спокойно, знаете, зашли вот в это вот состояние обратно, то есть настолько спокойно вы все это наверстали, что просто другие бегают туда-сюда, а у вас как будто бы этого кризиса и не было, понимаете? Не имеет значения, заплакали или нет. Сейчас мы не про плакучий бес говорим. Все. Все, дорогие друзья. На этом пока сегодня закончу. Ну, надеюсь, что у меня будет время еще. Тем, кому еще не ответила, я потихоньку отвечаю. Просто вот навалилось очень много работы, знаете. Так, ну-ка, в следующий раз мне не смейте вот таким образом спрашивать. Какие оставлять? Вопрос задают с уважением. Поняли меня или нет? А здесь не девочка на побегушках. Какие мне там оставлять это самое? Тормознулись. Вот такого типа вопросы сразу же в черный список. 100 раз говорила. Не начинайте свои вопросы с такими словами. А что делать? А куда ставить? Можно спросить? Я хочу задать вопрос. У меня есть вопрос, ответьте, пожалуйста.
Понимаете? Вот так начинают. А что нам надо делать? Пошла вон. Что хочешь, то и делай. Все. Все, дорогие друзья. Пойду дальше отвечать. Очень надеюсь, что сегодня еще сниму. Силы хватит снять, потому что очень много работ. Должна успеть. Я понимаю, что мое присутствие вас успокаивает, поэтому я понимаю, что нужно мне чаще появляться, особенно в эти дни. Но мы все немножко такие отупевшие, понимаете? А я еще больше отупевшая от работы. Все. Всем удачи и всех благ.